Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала в этот вечер, 17 июля 2020 года, в моем небольшом, но уютном саду в городе Астрахань. В этом году косточковые подарили богатый урожай, особенно абрикос. Но вот подошло время, когда урожай собран, и нам необходимо позаботиться о дереве, необходимо его полить и подкормить в обязательном порядке. Что мы сегодня будем делать? Я вам расскажу, как правильно поливать и подкармливать абрикосовое дерево. Приятного вам просмотра! Вот перед вами дерево абрикос. Это 4-летка. В этом году она дала шикарный урожай, который не наблюдался, конечно, в прошлом году. Но этот год абрикосов, поэтому урожай был неплохой, в чем вы можете убедиться по этому короткому видео. Сегодня мы займемся поливом и подкормкой этого дерева. Дерево абрикос затратило очень много сил на то, чтобы подарить нам богатый урожай, поэтому мы должны его, просто обязаны подкормить и полить. Итак, дерево абрикос подготовлено к поливу и подкормке. Подкармливать мы будем нитромофоской. Вот нитромофоска. В ней идеальное соотношение калия, фосфора и азота по 16%. Это очень хорошее комплексное минеральное удобрение. В состав в него входит азот, и это будет последняя подкормка в этом году азотом. Так как я после середины июля больше азот не даю. Но, соответственно, азот сейчас необходим, так как дерево только что подарило урожай, и ему необходимо восстановить силы. А силы восстановить как раз необходимые калий, фосфор и азот в равных долях. 3 столовых ложек, я думаю, будет достаточно. Ну вот 3 столовые ложки мы дали, а теперь аккуратно это место присыпаем. Не забывая о том, чтобы над корневой шейкой был небольшой холмик, для того, чтобы при поливе вода не попала на место, где корневая шейка. Ну, теперь все готово к поливу. Солнце у нас скрылось, время уже 9 час вечера, и можно смело приступать к поливу. Никогда не поливайте в дневное время. В следующем видео я обязательно вам расскажу про обрезку абрикоса. Но в этом видео я остановлюсь только на поливе и подкормке. Про мой метод полива плодовых деревьев, я думаю, вы знаете после того, как посмотрели мои видео. Не будет исключением и полив абрикосового дерева. Шланг вставляется в любую стеклянную банку. И затем вода подается слабым напором. Вот она пошла только что. И вот такой очень слабый напор. Он приравнивается к капельному поливу. И потихонечку вода за 2-3 часа, может даже за 4 часа, достигает мельчайших корешков дерева, расположенных на глубине около метра, а может даже и 1,5, так как дерево довольно-таки уже взрослое. То есть полив первое осуществляется в вечернее или ночное время. Второе, очень слабый напор воды. Третье, шланг вставляется в пол-литровую или литровую банку для того, чтобы не размывать корневой слой. Именно при таком поливе корневой слой не размывается. Ну и, соответственно, можно забыть про полив, делать свои дела, а через час-два возвратиться и посмотреть, что же происходит. Так как при таком напоре ничего страшного не будет. И вот так потихонечку у нас идет полив. Итак, полив наш продолжается уже около 1,5 часов. Вот такой слабый напор. Если есть возможность, всегда давайте деревьям слабый напор и занимайтесь своими делами. Зато вы будете уверены, что ваше дерево получит все необходимые питательные вещества и именно к самым мелким корешкам, расположенным на глубине 80 сантиметров, метр или даже глубже. Ну, таким слабым напором можно поливать это абрикосовое дерево еще около 1,5-2 часов.
И на этом полив будет закончен, тот самый необходимый полив и подкормка, которые обязательно нужны после сбора урожая к дереву абрикосу. Итак, продолжается наш полив уже около 2,5 часов. Вот такой слабый напор. Ну, видите, вода уже потихонечку, ну, можно так сказать, застаивается. Это говорит о том, что полив близок к концу. Так быстро вода не уходит, как в первый час полива. Ну, я думаю, через минут 15 полив можно уже прекратить. Пока у нас продолжается полив, хотел бы вам сказать о несомненной пользе абрикоса для здоровья. Никогда не пренебрегайте этим фруктом, и особенно сухофруктом. Я уже выпускал видео, в котором рассказывал вам, как сушить абрикосы. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Наиболее полезен это сушеный абрикос, называемый урюк. Желательно урюк с косточкой. Это узбекский урюк с косточкой. Он появляется не раньше конца сентября, начала октября. В частности, у нас в Астрахани он появится только к концу сентября, и я обязательно куплю его. Это самый полезный сухофрукт в мире, я так считаю. Урюк содержит очень много полезных микро- и макроэлементов, намного больше, чем в свежем абрикосе. Поэтому, если вы съедите около 5 плодов урюка, вы принесете организму несомненную пользу и благость. Итак, мы завершили полив этого абрикосового дерева. На полив у нас ушло чуть больше 2,5 часов. Ну вот прошло чуть более 2,5 часов после того, как мы начали полив с одновременной подкормкой абрикосового дерева, самого крупного из двух моих деревьев в саду. Эта обязательная и необходимая процедура осуществляется сразу после сбора урожая, так как дерево абрикос в процессе вынашивания плодов очень обессиливает, и мы обязательно должны ему помочь своевременным поливом и подкормкой. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат. Подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет много интересного и полезного.